Всем привет! Меня зовут Лиля, и я рада видеть вас на своем канале. Сегодня хочу показать вам, как сделать такую маску из папье-маше. За основу я взяла персонажа из игры Dead by Daylight, Анну или иначе охотницу. Необходимые материалы указала в описании ниже. Начинаем мы с того, что убираем волосы. Смазываем лицо жирным кремом. С помощью одноразового пакета создаем границы нашей маски. Обязательно делаем отверстия в области ноздрей. Я разделяю пакет на две части и в местах стыка приклеиваю их скотчем. Начинаем делать саму маску. Наносим клей на пакет и наклеиваем бумажные салфетки. Подобным образом создаем всю форму маски. Получается примерно 5 слоев салфеток. На данном этапе не обязательно делать идеальную форму, поскольку позже, во время склеивания частей, мы сможем ее откорректировать. Затем переходим на кусочки газеты, стараясь их располагать поочередно. Сначала вертикально, потом горизонтально. Кстати, бумажные салфетки и газеты нужно именно рвать руками, а не резать. Проклеив 7 слоев бумаги, начинаем сушить феном. Когда маска более-менее подсохнет, снимаем ее, убираем одноразовый пакет и слегка подсушиваем изнутри. Затем оставляем досушиваться между книг. А сейчас мы будем создавать из безликой маски нужного нам персонажа. Сначала смотрим по рисунку, какие части нам нужно будет добавить. В нашем случае это нос и уши. Также нужно будет дополнительно пройтись по маске, сделав ее толще. Итак, берем пластилин и на маске начинаем создавать нужную нам форму носа. Оборачиваем полученную форму в пакет и начинаем клеить бумагу. Проклеив примерно 7-10 слоев, оставляем сохнуть. Можно ускорить этот процесс феном или поставив нос около батареи. Далее приклеиваем готовый нос к лицу и добавляем дополнительные слои. Вырезая форму глаз, ориентируемся на исходные данные. Для облегчения процесса можно изначально нарисовать границы карандашом или ручкой. Я вырезаю чисто как вижу. И если вы случайно срежете нужное место, не волнуйтесь, вы спокойно можете наклеить дополнительные слои. Начинаем формировать уши из пластилина согласно рисунку. Сначала я создаю одно ухо и затем на его основе, отзеркаливая, делаю второе. Добавляя его выразительные черты. Оборачиваем уши в пакет и обклеиваем со всех сторон кусочками бумаги. Советую дождаться полного высыхания. Затем с помощью канцелярского ножа разрезаем уши пополам и вытаскиваем пластилин. Заклеиваем уши, стараясь вернуть первоначальный вид. И начинаем приклеивать уши к голове двухсторонним скотчем. Обклеиваем уши бумагой, создавая необходимую нам форму. Начинаем раскрашивать нашу маску. Для этого покрываем всю поверхность белой краской. Бледно-персиковым цветом покрываем щеки и внутреннюю часть ушей. Рисуем капли крови, смешав красный и черный цвет. Я рисую на глаз, но если вам нужна точная копия, советую изначально отметить ручкой места крови. Кончик носа красим в морковный цвет. Его я получила, смешав красный, желтый и немного белого цвета. Брови сначала прочертим ручкой или карандашом, затем пройдемся по ним темно-коричневым цветом. А теперь начинаем затемнять нашу маску. Используем черный и темно-коричневый цвет для внутренней части ушей. Белую поверхность покрываем серой краской. Черным цветом делаем синяки под глазами. Примеряем нашу маску, отмечаем точки, где у нас будут дырки, и затем с помощью дырокола делаем их. Осталось только присоединить швейную ленту. Вот и все. Наша маска готова. Так можно создать любую маску, какую бы вы ни захотели.